Господа, портал Автоспот.ру — это то самое место, где вы легко и быстро можете узнать ценники на новые автомобили. Причем ценники как на минимальную комплектацию, так и на максимальную. Главное, на эти автомобили, которые есть в наличии. Вы даже узнаете, какого цвета будет та машина, которую прямо сейчас вам могут продать. И самое главное, у кого из дилеров есть хорошие акции. То есть кто-то отдает сейчас зимнюю резину, у кого-то просто скидки, ему нужно закрыть показатели до конца года и так далее. И все это от официальных дилеров. И все это на портале Автоспот.ру. Очень удобная вещь. Просто узнать, сколько стоит та или иная модель по ценнику, быстро сориентироваться без конфигураторов и прочих поисков. Автоспот.ру. Плюс они завели раздел блог, куда можно просто зайти и почитать всякие статейки, лайфхаки, тест-драйвы, обзоры новинок и просто интересную информацию для автолюбителей. Все ссылки на сам портал будут в описании под этим видео. Дерзайте! На небе только и разговоров, что о море и о закате. Господа, здравствуйте! Сегодня очень необычный для меня видос. Я много-много лет хотел взять на тест Audi A8. И сегодня мне попалась A8 Long 60 TFSI с V8 битурбовым на 460 лошадиных сил. До этого я видел этот автомобиль только в каких-то гифках. Она же суперсовременная, супер космическая. У нее невероятные системы безопасности. Она привстает там на два колеса, когда боковой удар и так далее. И наконец-то я сегодня смогу сравнить всю большую тройку и Audi A8 Long. Нас ожидает интереснейшее путешествие. Космический аппарат из пресс-релизов, на который мы все так долго смотрели, который может вытворять совершенно невероятные вещи. А теперь еще и с битурбовым V8, что толкает его до первой сотни за 4,5 секунды. Это реально быстрая тачка. При этом сил ему нужно для этого даже не 600 и даже не 500, а всего лишь 460. Казалось бы. И хотя двигатель этот весьма архаичный, это не какой-нибудь там мягкий гибрид и прочее, и коробка здесь отнюдь не робот, а самый обычный гидротрансформатор. Тем не менее, все это настроено довольно адекватно. Но с другой стороны, а что еще хотеть, господа, за 12 миллионов рублей? 12 миллионов и 8 тысяч, если точнее, стоит именно этот образец. Огромные, чудовищные деньги за практически флагман. Вернее, это, наверное, и есть флагман. Может быть, есть еще какая-то более нафаршированная комплектация, но совершенно не факт, что она таковой является. Сумасшедшие огни, которые встречают тебя как-то совершенно безумно. Салон с тысячами наворотов, массаж, офигенная кожа, ароматизация, ионизация, выбор аромата. Чего здесь только может и не быть. С другой стороны, когда ты на ней ездишь несколько дней, ты думаешь, так, секундочку, а если я эти же самые 12 отнесу к любому из большой немецкой тройки, у меня же будет все то же самое. И на второй и третий день ты начинаешь разговаривать с друзьями, а если еще кто-то приедет себе на такой же вот из большой немецкой тройки, или на 222-м, или на новой семерке, и вы начинаете сравнивать, и вы такой типа стоп. Тут и начинаются будни Audi. И все, что для этого нам нужно, сесть, поехать и ужаснуться.
Самое главное в таких тачках — это понять, как они едут. Если она едет не очень, никто не будет брать ее в принципе, потому что у всех тех же конкурентов всегда все сначала спрашивают, а как она едет? Потому что такие машины должны ехать, ну, прям шедеврально. Они должны отрабатывать и кочки, и лежачие полицейские, и тихо должно быть, и кивка в конце вот этого вот быть не должно быть. Ну, хотя он почти у всех присутствует. Так вот, плавно, кайф. У нас сейчас стоит что? У нас еще и комфорт стоит добавок. Тихо, мотора, ну, практически не слышно, да, все здорово, но в чем основной косяк? Что у нас шумят шины. Они реально шумят. Причем вначале, когда я взял эту тачку, я такой подумал, блин, какая-то шумная резина, надо поставить тихую. Но здесь 200% стоит тихая резина, просто потому что такая же, как на моем Ренже. Абсолютно та же самая марка и модель, и она тихая. У меня на Ренже. Здесь она реально шумит, то есть нужна шумоизоляция арок, серьезно, и ты вообще не понимаешь, как это возможно в этой реальности. Что здесь за эти деньги ты еще должен что-то делать, чтобы было тихо. Вот, давай, смотри. До 50 терпимо. Смотри. Наверное, даже микрофон, может, не слышно, но это шумно. Реально, колеса крутятся по асфальту, я это слышу. Асфальт поменялся, у меня поменялся шум в машине. Что? Разве я когда-нибудь, сидя в семерке или в С-классе, замечал, что у меня меняется под колесами асфальт? Да никогда в жизни. Не было такого. Но если сравнивать, вот, ну, последнее, вот в семерке вы ездили. Как в семерке? Комфортнее. Да. Есть такая штука, потому что в семерке есть комфорт плюс, а когда ты включаешь в семерке динамик, или там спорт, по-моему, это называется, он прям наливается. Если мы говорим про S-класс, там будет то же самое. Здесь все такое более-менее предложенное к одному какому-то знаменателю, и ты вообще такой думаешь, что происходит? Вот сейчас у нас стоит спорт. Вот я поменяю этот спорт сейчас на комфорт. Ну, вроде коробка куда-то там переключилась, но по мягкости, по рулевому я бы не сказал, что прям ошибка что-то. Хотя не, смотри, завалилось, да? Ну вот нету этого, когда ты едешь на тачке вот и у 222 и у семерки, у них ты едешь в комфорте, ты нажал спорт, она такая, она аж прям как будто пыль себя такая стряхнула, и все, готово, она ощетинилась прямо. Здесь, ну хорошо, давай обратно, вот мы в комфорте, мы нажали Dynamic. Да, на одну передачу коробка скинула, ну ок, допустим, но какого-то нет вот этого ощущения, что прямо сейчас будет мясо. Хотя у нас практически топовый мотор. Это не S, да, но это V8 на 460 лошадей. И вот мы в спорте. Да, сколько прошло времени до этого. То есть это спорт. Но серьезно. Ну вот еще раз, вот я себе еду. Вот даже газ нажат, да, вот у меня 50. Да. Нет, это не спорт. Это вообще не спорт. Это все равно комфорт. В какой бы ты ни выставлял здесь спорт или что, короче, ставишь комфорт или efficiency. Здесь два режима. Efficiency, типа, это экономичный режим на самом деле, а комфорт это комфортный. Разницы в них, по-моему, особо нет, исключая того, что там кондей, по-моему, в эко-режим проваливается в efficiency. И все. И едешь, спокойно наслаждаешься. Да. Все это здорово. Далее, проекцию. Если мы сравниваем с конкурентами, проекция здесь не лучше, вроде и не хуже. То есть, что я хочу вам дать понять. Эта машина из всей большой тройки вышла последней, а 8 была изобретена позже всех. По-моему, это 17-й конец, а с этим мотором это уже, по-моему, 18-й год, когда она только появилась. Исходя из этого, у ребят уже был опыт посмотреть, что же сделали там, и сделать, если не лучше, то как минимум другое, то, что бы меня удивило. Что же меня может удивить во 8 сегодня, да? Заглушка посередине, ну вот это вот, то есть здесь вот что-то должно было быть, но его нет, допустим. Хорошо, да, здесь я удивился, действительно. Управление жестами нет, я еще раз удивился, твою мать. Какая удивительная машина, в ней нет ничего, останьтесь на тех, что они придумали пару лет назад. Да, есть супер фишка вот эта вот. Мы закрываем воздуховоды, ждем ощутимое количество времени и... Прикольно. Это прикольно, это нравится всем. Подогрев стекла нет, как у всех, и даже прикуривателя в багажнике здесь тоже, как у всех, не будет. Панорамы вроде такие же, крыша та же Алькантара, да все вроде тоже. Что же в тебе такого, что меня удивит? Самая ли она быстрая из всей тройки? Нет.
Самая ли она комфортная из всей тройки? Нет? Хрен его знает. Прямо вот реально хрен его знает. За эти деньги, когда ты покупаешь максимальную машину, то есть самую дорогую в модельном ряду, ты рассчитываешь, что здесь должно быть типа все. Но мы такие сидим в машине за 12 миллионов и рассуждаем на тему, а чего же здесь нет? Да, здесь нету Type-C, здесь нормальные USB-прикуриватели, здесь можно вставить карточку памяти SD, то есть здесь уже нету DVD, слава богу, и не должно быть его CD-чейнджера, здесь тоже нет. Это замечательно, в этом плане они красавчики. 2 беспроводные зарядки, здорово, все очень комфортно, куча прикуривателей, они все в нужных местах. Но, опять же, та же самая беспроводная зарядка, она находится в подлокотнике. То есть, чтобы тебе зарядить телефон или использовать беспроводную зарядку, тебе нужно открыть подлокотник, положить туда телефон. Тебе пришла смс или что ты хочешь сделать в телефоне, ты должен открыть подлокотник, достать этот телефон. Понятно, что за рулем управлять всем этим нельзя, но, допустим, ты даже просто стоишь на стоянке или где-то у тебя там телефон обычно твой лежит. И он лежит у тебя вот здесь. Ты каждый раз должен это сделать. Конкуренты уже делают, что телефон можно положить куда-нибудь сюда, и он начнет заряжаться. И сколько бы кто ни говорил, что телефон тебе в дороге не нужен, в любом случае вот это движение гораздо удобнее, чем вот это движение. Я не хочу желать никаких проблем со здоровьем создателю именно вот такой вот системы, но я пожелаю лишь того, чтобы все зарядки его телефонов и все зарядки его устройств находились у него в нижнем ящике стола. Да, это никак не сделает его жизнь хуже, но чтобы каждый раз свое гребаное зарядное устройство он нажимал в этом или подсоединял в нижнем ящике своего гребаного стола. Ему нужно зарядить телефон, открыл ящик, положил телефон, закрыл ящик. Телефон позвонил, не вопрос, подошел, открыл ящик, взял телефон, поговорил по нему, положил ящик, закрыл ящик. Вот чтобы у тебя так до старости везде было. Не мешает, не мешает. Заморочишься, красавчик, потому что все мы должны жить так же, как и ты. Вечно что-то открывать, туда что-то складывать и что-то закрывать. Это гениально. Но все остальные уже сделали по-другому, камон. У нас есть отдельная кнопка вот здесь, она вынесена отдельной кнопкой, которая отвечает за настройку проекции. Отдельная кнопка, вынесенная на доступное место, которая отвечает за настройку проекции. Как часто вы настраиваете проекцию? Один раз, когда купили машину. Здесь это отдельная кнопка, которая таращится на вас прямо с основного дисплея. Кайф. Это именно то, что я хотел увидеть в тачке. Да. Кнопка подогрева руля не поместилась на руль, она сделана так же, но они выкрутились. Они сделали кнопку на руле, которую вы можете запрограммировать на любые функции, в том числе и на подогрев руля. И прочие бесящие аудиоштуки. А, к примеру, круиз-контроль у нас сделан отдельным рычагом, как и, собственно, во всей аудиотеме, который вы вечно путаете ночью, допустим, с дальним. Из-за чего человек, которому вы случайно поморгали, когда хотели скинуть круиз-контроль, может смотреть и разбить вам хлебало. Если вы не успели объяснить ему, что у вас вот такая машина, и вы не хотели моргать его дальним, сгонять с полосы и так далее, вы запутались в этом вот здесь вот внизу, этом круиз-контроле, который находится очень близко реально к переключателю дальнего. Класс. Ионизация воздуха есть, выбор ароматов есть. Выбор ароматов. Очень интересная штука, выбор ароматов. И ароматы выбираете между двумя, которые называются... в принципе, какая разница обычно, как называются ароматы, да? Они могут называться мятный, ромашка, сосна, это я еще понимаю. Дальше называются все вот эти сложные названия. Пошли дальше. В Audi ароматы называются лето и зима. Я могу даже, опираясь на анекдоты, понять, чем пахнет весна, когда все всплывает. Чем пахнет лето? Правильно, оно пахнет чем угодно, это ладно. А чем пахнет зима? Дизелем, который прогревает ваш сосед утром перед тем, как выйти в него и сесть, потому что он капец какой холодный постоянно. Солью, в которую вы упали пьяные, и она налипла вам на губы, вот этой технической, которой посыпают тротуар. А мандаринами? Чем пахнет зима? Я не знаю, чем пахнет. Ладно. И даже этот аромат вы можете регулировать. Как вы регулируете ароматы в салоне? Вы можете выбрать нежный или легкий. Чем отличается нежный от легкого? Объясните мне. Кроме этого, есть еще сильный. То есть есть легкий, но нет тяжелого. Есть нежный, но нет жесткого. Есть сильный, но нет слабого. И есть стандарт. Я ни хрена не понимаю, что происходит, но я из всего этого могу выбрать. Видимо, это трудности перевода. Надо это все было произнести по-немецки, чтобы вы точно поняли, что я имею в виду. В остальном вроде все в порядке, да? Что я еще могу сказать про Audi? То есть, вот
Ребята, по-вашему, вот вы сидите сзади, вот как вы думаете, какой аромат пахнет сильнее, легкий или нежный? Легкий. Нет. Нежный легче легкого. Вот, поэтому есть стандарт. Да, все хотят быть стандартными. Слава богу, здесь это тоже есть. И когда ты выбираешь Drive Mode, здесь есть авто, который замечательно. Также есть индивидуальный режим управления, есть пневмо замечательное, которое можно поднять, что очень удобно. Кстати, пневмо поднимается на довольно большую высоту. И высоту на поднятой пневме дорожный просвет составляет 18 сантиметров. А это, на секундочку, уже практически какой-то такой себе, но кроссовер. То есть вы действительно можете забраться на этой Audi так далеко, что действительно придется звать трактор. Что удобно. Во, лежачий полицейский. Отпускаем. 40. С 35. Да. Ну, это было как бы неплохо, но это было вообще не круто. Это 35 км в час. Придется растормаживаться. Но она какая-то настолько спокойная, что ты даже тут особо не можешь этого сделать. Вау, что, смотри, как, почему. Да все это уже было. И это неплохо, что оно здесь есть. Оно здесь и должно быть. Понятно, что здесь должно быть все, что уже было. Но я хочу удивиться. Я купил машину за 12. Ну давай, поедет она с открытой дверью или нет? Да. Ясно. Ура, я нашел. В Audi есть вот такие штуки вот здесь в дверях. Вот это вот сюда можно положить, наверное, зажигалку или пачку сигарет. То есть это под что-то очень маленькое. Вот здесь она есть. Да, все, класс. Ништяк, мы нашли, чем она отделяется от других. Отличный автомобиль, обладающий кучей достоинств. Просто отличнейший автомобиль. Но он выступает в таком ценовом диапазоне, где у него прямо серьезные проблемки на ровном месте уже могут возникнуть. Просто потому, что все то же самое есть у других. И возникает вопрос, когда вы хотите купить машину, перед вами всегда лежат вот эти 3 столпа, на которых вообще жиждется весь представительский класс. И вам надо кого-то из них одного выбрать. И вы начинаете в каждом из них ездить и думать, а в каждом-то что есть такого, чего нет других. И такое ощущение, что тут нечем крыть. Все это уже где-то есть. Короче, понравилось по дизайну, берите. Прям норм. Внешка в любой Audi практически всегда была вещью довольно холодной, сдержанной. И такая, знаете, в которой никогда не хочется ничего менять с завода. Они закончены, они сдержаны, лаконичны. И да, мы уже все привыкли, что все производители внутри своего бренда делают машины похожими друг на друга. И если с морды мы сейчас поставим Audi рядом A8, A7, A6 и, наверное, даже A5, их будет с передней части практически не отличить. Да, они очень похожи. С боковой части в нашем случае, конечно, лонг. И понятно, что она вытягивается. И сразу понятно, что это A8. Но понятно по большей части только за счет того, что это именно задняя часть. Сзади A8 это, наверное, единственная из всех Audi, которая сильно отличается от других Audi, потому что и морда, и боковой профиль, ну, если бы она еще была не лонгом, я бы уже серьезно задумывался, это A8 или A6. А в чем отличие? Где какие-то дополнительные элементы дизайна? Здесь практически никаких нет. Нету клюшек, которые мы все полюбили. Стандартный росчерк вокруг хромом, вокруг остекления и так далее. Задняя часть это 100% A8. У нее монобровь, которая на сегодняшний день есть только у A7. И все, по-моему. То есть в A6, в A5 уже фары раздельные. И у нее очень нетрадиционно по своим меркам, по сегодняшним меркам, зад идет на сужение. Все машины, которые мы сегодня привыкли видеть, у них зад такая корма прям раздутая, она массивная, она больше, какие-то вот такая, прям попка такая у всех. У А8 она такая подчеркнуто сдержанная, то есть здесь по-прежнему есть некий такой холодный стиль. Она почему-то не хочет рвать и метать и куда-то говорит, смотрите, какая она пафосная. Нет, это просто А8, это какая-то идеальная машина чиновника, как мне кажется, по дизайну. Еще 1,5 года назад, рассматривая китайские автомобили, мы говорили, смотрите, они делают фейковый выхлоп, и
Смотрите, они делают фейковый выхлоп всего за 12 миллионов рублей. То же самое. Странно, хотя конкуренты все-таки сюда трубы-то выхлопные интегрируют, а здесь нету ничего. То есть подчеркнуто холодно все как-то. Удивительно. И вот сразу вот эти надписи, кто-нибудь в них разбирается, вот этот А8L, это хорошо, вот это вот 60 индекс, 55, 45, что это означает? Объем мотора, лошади? Нет, это не объем мотора, не лошади, это просто 60, а та просто 45, а еще есть, по-моему, 55. Пес, пойми, что хотели в этом сказать. Пацаны, мы все запутались, сделайте что-нибудь другое. И поскольку у нас лонг, поэтому нам очень важно, насколько здесь прикольно сидеть сзади. Вот мы сейчас уселись как сами за собой. Ты пока ехай туда. Пристегнулись. И сзади я вам хочу сказать сразу, здесь все сильно лучше, чем спереди. А авоська в лонге это прям такое интересное ощущение для тебя как человека. Ну, 2 люка, панорамных, все как у всех, опять же, все понятно. Дальше начинается мультимедиа. И вот с мультимедией Audi сделали почему-то очевидное, но для других ни для кого невозможное абсолютное изменение в, казалось бы, незыблемом каком-то конфигураторе всех других производителей. Здесь есть мониторы, 2. Этот посередине планшетец, он у нас, ну, в нашем случае, к сожалению, он всегда зависший в этом состоянии. Мы так и не смогли его разблокировать за 3 дня, пока у нас есть машина. С него можно управлять, там, видимо, на просвет видно радио, мультимедиа, видимо, убавить громкость магнитолы и так далее. Но он, вот, к сожалению, всегда находится только так. Ну, такое со всеми бывает. Надо заехать к дилеру. Вот эти основные мониторы. Это супер крутейшая вещь. Во-первых, это не просто мониторы, это полноценный планшет, который еще на андроиде. То есть и его вы можете снять. Посмотрите. С него вы можете смотреть YouTube. То есть это реально YouTube. Без проблем вы можете все это свернуть. Допустим, сделать вот так. Выйти в основной экран, который полностью дублирует у вас, скажем, экран, который у водителя там спереди есть. Настройки автомобиля, звучание, все то же самое, все это есть. Вы его смахиваете сюда раз, секундочку. Потом нажимаете так 2, и вам выпадает совершенно стандартное меню любого Android-устройства. Да, Android здесь 5, он старый, но он работает, он вроде как шустрый, даже не тормозит. Все те же самые ваши уведомления. Вы просто своего собственного телефона раздаете интернет на этот же планшет, к нему сами подсоединяетесь при помощи, вот, опять же, всех тех же самых настроек, как и всегда, и можете держать его или в руке, или смотреть, или можете его поставить сюда, и он здесь будет у вас тут. Более того, на этом всем есть еще и фронтальная камера. Вы можете поставить сюда скайп, звонить отсюда по скайпу, делать даже на это фоточки, по-моему. Сейчас, секунду. Готова фотка. Видео, к сожалению, не записать, только фотографии. Но и что это значит? Что вы можете с него даже стримить. Серьезно, можно поставить приложение для стрима и собирать донаты, и пока ты едешь на заднем сиденье своей авоськи, делать вообще можно все, что угодно. Это потрясающая штука, до которой почему-то никто не может догадаться. Розетка 220 вольт даже встроена в этот самый туннель средний. Здесь же, естественно, у нас подлокотники и беспроводная зарядка. Еще 2 обычных человеческих USB. Отсюда можно управлять всеми настройками и традиционно сделать лонг, наконец-то, и сесть по-человечески. Это пока задвигаем, естественно, есть и шторки, естественно, я могу закрыть люк, естественно, я могу закрыть за собой заднее стекло, чтобы меня никто не беспокоил. А, вот как Лешка делается, я тупанул. Офигенно, монитор ко мне тоже направился, все замечательно. Единственное, что для этого монитора нету пульта, по крайней мере, мы его здесь не нашли, возможно, он был, но не в нашей комплектации. Типа это же пресс-парк, его отсюда, ну здесь какая-то выемка, похоже, да, что он здесь мог быть, но его до нас уже, видимо, кто-то отжал. Потому что до монитора мне сейчас, само собой, будет не дотянуться, и переключать на нем сейчас я ничего не смогу. Ну, видимо, пульт просто кто-то уже более предприимчивый до нас стырил. И здесь еще есть одна вот такая штука. Лючка для лыж мы не нашли, вроде как его нет, но, однако, здесь еще есть огромный какой-то боксик, в который вы можете спрятать свои потрясающие ненаглядные вещи. А чего здесь? Давайте вернемся к тому, чего здесь нет. Столики. Во всех крутых лонгах при раздельном заднем диване должен быть столик. Здесь его нет. Возможно, это зависит от комплектации, возможно, его в А8 не будет никогда, что подозрительно. Но, как вы видите, сам лонг по себе никаких у меня не возникает опросов. Мне уже ноги дальше не вытянуть, они уже просто там в конце. И... Тебе зеркало закрывает правое, Никитос? Не закрывает зеркало. Красавчики, красавчики. По-моему, во всех остальных закрывает это зеркало. И выскакивает даже предупреждение о том, что там осторожно, у тебя теперь нету этого правого зеркала. Здесь оно остается доступным водителю. Безопасность.
молодцы. Но то, что они сделали с этой мультимедией, это однозначно супер прорыв. То, что очень прикольно все вот это выглядит, как в виде маленького телефона, к которому хочется даже поговорить, если бы, собственно, это был телефон. Но нет, это просто еще один маленький планшетик. Это очень круто. Что, я задний правый пассажир в Audi A8 Long. Никит, как ты считаешь, что мне должно вот прям сразу показываться? Это единственное меню. Вот просто нажимаешь автомобиль, сразу оно выскакивает. Больше ничего нажимать не надо. Сразу же оно. Подвинуть сиденье, мультимедиа. Что? Да, ты угадал. Именно так. Ну, тут есть... А, нет, оказывается, еще 3 на выборы есть. Так, подвинуть сиденье. Что еще там может быть? Массаж. Так, и что еще? Открыть люк. Ну, ты близко. Открыть шторки. Так, шторки, по твоему мнению. Ну, еще давай что-нибудь попробуем. И, ну, не знаю, мини-бар есть в багажнике? Да, и управление мини-баром. Да, Никит, ты прав, абсолютно. Вот ровно эти 3 меню здесь и втыкаются. Класс. То есть все интуитивно, все то, что и должно быть здесь, в общем-то, на заднем сиденье. Больше проблем никаких. Мне все нравится. Есть браузер, можно даже стримить отсюда. Это просто гениально. Но оно из коробки работает идеально. Топчик. Уже после декабря. Зачем пришел домой, я домой? А говорили мне, малышка, убегай. И от стыда теперь мне как бы не сгореть. Ты сам упал на этот дом, так и рыдай. Ты не меняешься, я хочу лететь. И гулять не зови, и я занята. Ты уже не тот, и я уже не та. Перелет ты твои пьяные города. Ты уже не тот, и я уже не та. И гулять не зови, и я занята. Ты уже не тот, и я уже не та. Перелет ты твои пьяные города. Ты уже не тот, и я уже не та. Байка. Первые 2 дня ездил я на этой А8, и что-то совсем она не впечатляло. Прям бомбил я, бомбил. Потом так получилось, что я на 1 день пересел с нее на китайца за 1 100 000 рублей. И поездив день на китайце, я сел на нее вечером обратно, и, конечно, меня аж прям повело. Это волшебная, шикарная, роскошная, мягкая, потрясающая машина, которая исполняет все твои пожелания, которые только придут тебе в голову, если ты до этого сидел на китайце за 1 100 000 рублей. Но если мы сейчас поставим рядом 2 конкурентов из большой немецкой тройки, она проиграет. И это факт. По внешке и прочему, стиль, дизайн, это все спорно. Здесь каждый выберет что-то свое. Но как она едет, из всей тройки она едет хуже всех. И это нужно признать. И проблема даже не в том, что она едет хуже всех. Допустим, кому-то это тоже не особо важно. И там уже вот такие прямо микроскопические отличия, которые могут быть и не различены вами, если вы сразу прямо вот не ездили на Мерседесе и 7, если бы они здесь были рядом. Но основная проблема в том, что в ней нет исключительности. Когда я сижу в 7 серии, она исключительная даже из BMW. Никакая BMW не едет так, как 7, и не может ехать. Просто потому, что 7 это божественное создание баварцев. S-класс, всем понятно, да, есть Ешка и так далее, но S-ка едет так, как никто не едет. Может быть, только Майбах, но опять же, потому что это, по сути, все около рядом. А 8 едет абсолютно так же по ощущениям, как А7. У нее в точности такая же мультимедиа, такие же кнопки и так далее. Но А7 с таким же набором опций будет стоить 6,5. А эта машина стоит 12. И я просто точно знаю, как едет та же А7. Да, там не будет такого заднего ряда и всего и прочего, но когда ты садишься за руль, сначала А7, а потом А8, ты думаешь, серьезно? Серьезно, эта машина ровно в 2 раза дороже, а по ощущениям, по кинематике подвески, по шумоизоляции и прочему, она такая же. И ты думаешь, постойте, ведь это же флагман, ведь он должен быть настолько улетевший, что никто не сможет с ним сравниться. А может.
И в этом плане А8-то именно и проигрывает. Она всем хороша, всем замечательна. Куча много маленьких прикольных фишек, которые заставляют вас удивляться и радоваться. Но вот эта самая исключительность, которая дает тебе право понимать, что я купил самую вышнюю, самую дорогую машину из марки, что я божество, кто выбрал ту самую настоящую Audi, ниже которой стоят все остальные, оно здесь наступает весьма посредственно. Только если вы сидите на заднем ряду, наверное, и так далее. Здесь даже настройка комфорт, она работает так же, как на той же А7. Здесь нету комфорт плюс, и она не унесет вас прямо в космос. И вот в этом ее огромная проблема. Садясь в эту машину, я не могу найти чего-то для себя сверхъестественного, выдающегося из остального модельного ряда, как это есть у другой большой тройки. Ее нужно было сделать чуть другой. Или остальных сделать не такими идеальными. Возможно, в этом причина. Я не знаю конкретно в чем, но это исключительно то, что вызывает у меня некое непонимание А8 как таковой, какая она есть. В остальном же, ребята, это шикарнейшая машина, которая подойдет на каждый день, которая снимет усталость с вас, если она вдруг была в конце дня. Ну, естественно, это самая дорогая Audi, естественно, она идеальна. Ну, естественно, если мы берем гражданские Audi, седаны, они там всякие вот эти вот уже Lambo и Урусы. Там те Audi чуть подороже, чем это, да, но тем не менее, господа, отличная тачка, всем хороша, но со своими загибонами. Спасибо вам всем огромное, что смотрели эту серию. Наконец-то я протестировал авоську, как я их люблю, как я их обожаю, и вот она попала мне в руки, и я ни разу, при всем при том, что я только что до этого сказал, об этом не пожалел. Выводы делать покупателям и статистика продаж говорит о том, что я все-таки, похоже, прав. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео, огромное всем удачи и пока.